Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я приготовлю очень вкусный сдобный пирог. Для этого мне потребуется 225 грамм сахара, 300 миллилитров молока, 800 грамм муки, 5 грамм соли, ванилин, 4 яйца, 225 грамм сливочного масла, 40 грамм живых дрожжей и одно яйцо для смазки. Итак, приступаем готовить тесто. Выливаю молоко в миску для замеса теста. К молоку добавлю 2 столовые ложки сахара из общего количества. А также всыпаю все дрожжи. И перемешиваю венчиком. Молоко должно быть теплым, и все продукты для пирога должны быть комнатной температуры. Теперь всыпаю к дрожжам и молоку муку. Примерно 5-6 столовых ложек от общего количества. И перемешиваю венчиком. Вот такая должна получиться опара. Если муки будет маловато, можете еще добавить примерно 2 ложки, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Опару накрываю полотенцем и ставлю в теплое место подходить примерно 30-40 минут. У меня теплое место всегда это духовой шкаф. Я разогреваю до температуры примерно 50-60 грамм на 2-3 минуты. Потом выключаю и вот в эту теплую атмосферу я и ставлю свое тесто. Тепло, темно и никакой шум не мешает. Пока опара подходит, приготовлю сдобу. Для этого мне потребуется 4 яйца. К ним я высыплю весь сахар, который остался от общего количества. И добавлю туда ванильный сахар. Сахар с яйцами смешаю, разотру венчиком. Буквально 1-2 минуты. Этого достаточно. У меня прошло 35 минут, и опара просто идеально подошла. Увеличилась она даже больше, чем вдвое. Посмотрите, какая она красивая, какое идеальное пористое тесто. Теперь сюда к опаре высыпаю соль. Добавляю яйца с сахаром и перемешиваю венчиком. Вымешиваю аккуратно. И постепенно добавляю всю муку. Тесто буду замешивать, оно по выходу должно быть мягким. Если муки будет немножко не хватать, ее можно, конечно же, добавить, но не переусердствовать. Сначала я вымешиваю все в миске, а потом, когда будет тяжело вымешивать, перенесу тесто на стол. Когда всю муку я вмешала в тесто, я добавляю в тесто сливочное масло. Сначала вымешиваю лопаткой, а потом буду домешивать рукой.
Тесто всегда это получается очень мягким, и при его мягкости оно практически не липнет к рукам. Я его еще плохо вымешала, но когда хорошо вымешаю, оно будет таким, как нужно. Теперь я тесто перекладываю на стол. Стол слегка я посыпала мукой. И буду вымешивать примерно 8, где-то 10 минут на столе. Тесто сама нежность, друзья. Красивое получается тесто. Я добавила еще примерно 50-60 грамм муки. Посмотрите, какое оно мягкое, сплывает с руки, но при этом совершенно не липнет. Теперь я его перекладываю в миску и ставлю подходить примерно на 45 минут. Миску смазываю растительным маслом. Также растительным маслом смазываю и тесто. Накрываю полотенцем и отправляю подходить примерно 45-50 минут. У меня прошло 45 минут, тесто подошло прекрасно. Посмотрите, насколько оно увеличилось в объеме. Вот такое вот оно шикарное, как мороженое. Я его перекладываю на стол. Растительным маслом я больше не смазываю, поскольку оно и так прекрасно никуда, ни к чему не прилипает. Делаю обминку тесту. Замечательное тесто получилось. Вот такое вот оно, посмотрите. Очень шикарное, прекрасное тесто, очень приятное в работе. Теперь буду формировать пирог. Для начала теста немножечко так вот раскатаю в жгутик, такой вот себе, и визуально поделю пополам. Даже пополам так, чтобы одна половинка, может быть, чуть-чуть, может, даже была бы больше, чем вторая. Вот так вот. Вторую половину я возвращаю обратно в миску в теплое место. Формирую из теста такой вот жгутик. Или калачик, как лучше, так и называйте. Вот такой, вот так вот. Теперь буду его раскатывать. Раскатывать буду в прямоугольничек. Тесто раскатала я вот такой вот прямоугольник. Подровняла края ручками. И поверхность теста смазываю сливочным маслом. Теперь беру сахар и посыпаю сверху сливочного масла. Берите сахара столько, сколько вы любите. Если вы любите более сладкую выпечку, конечно же, сахара можно взять больше. У меня здесь 4 столовых ложки примерно вышло. Что я делаю дальше? Я беру один край этого прямоугольника и быстренько складываю тесто. Вот так вот. И разравниваю.
Не склеиваю, просто так разравниваю для удобства. Теперь беру нож и разрезаю на полосочки, не доходя до края. То есть края мы не разрезаем, разрезаем только вот эту вот серединку. Полосочки примерно толщиной по 2 сантиметра. Можно даже попробовать не ножом, так будет быстрее. Ну а теперь раскрываем аккуратно прямоугольник. Теперь немножечко растягиваю с одной и с другой стороны. Тесто мягкое, податливое, хорошо тянется. Аккуратненько. Соединяю вот эти вот концы с одной и с другой стороны. И слегка, друзья, вот так вот. Дальше что я делаю? Я скручиваю, делаю такой вот веночек. Слепливаю края. Теперь беру сразу форму диаметром примерно 30 сантиметров. И вот это наше тесто в виде веночка перекладываю сюда. И буду заканчивать формировку уже в форме. Кончики подплетаю один под другого. Вот такой вот красивый веночек у нас пока получился. Пока отставляю его в сторону. Беру остальное тесто, которое уже опять начало подходить красиво. И делю на 5 ровных частей. Сначала я его скатываю в такой вот жгутик. Очень хорошее тесто, приятно с ним работать. Каждый кусочек весом примерно 185 грамм. Каждый кусочек я подкатываю в шарик. И оставляю уже на столе, потому что я сразу же с ними и буду работать. Работать нужно быстро. Смотрите, друзья, что я делаю. Раскатываю первый кусочек в прямоугольничек. Смазываю сливочным маслом. Посыпаю сахаром. Складываю вдвое. Разрезаю на полосочки. Раскрываю прямоугольничек. Соединяю в пучочек края и делаю вот так вот, растягиваю. Ой, ну только осторожно. И скручиваю с него, уже делаю такую булочку-розочку. Стараюсь раскрывать вот эти вот как бы лепесточки. Кончик подкатываю под конец. Вот такая вот получается булочка.
И таким образом формирую все булочки. Выкладываю розочки в середину этого калачика. С остальных двоих делю пополам. Каждый кусочек оставшийся я поделю пополам. И делаю точно такие же, только еще меньше. Раскатываю в рулетик. Смазываю сливочным маслом. Посыпаю сахаром. Складываю вдвое. И разрезаю на полосочки. Раскрываю, соединяю края, вытягиваю полосочки вот так вот и скручиваю цветочек. Вот такой малепусенький теперь красивая булочка получается. И выкладываю цветочки. Все, я сформировала мой пирог. Теперь оставлю его подходить примерно на 10-15 минут. За 10 минут до того, как поставить пирог выпекаться, я его смажу яйцом. Через 10 минут проверяю, подсохло ли яйцо. Подсохло, немножко липнет. Все, можно отправлять выпекаться. Выпекаться я буду при температуре 170 градусов. Режим вверх-вниз без конвекции, ну, примерно 35-40 минут. Все зависит от вашей духовки. И еще, духовку я уже разогрела до температуры 200 градусов. Сейчас я снижу температуру до нужной и буду выпекать. Мой пирог испекся. Выпекался он 35 минут. И посмотрите, какая красота получилась. Сейчас я аккуратно пройду по бортикам ножом. Сниму форму и будем пробовать. Посмотрите, какая красота получилась. Пока он еще горячий, подожду, когда остынет. И разломаю, посмотрим, какой он в середине.
Посмотрите, какая красота получилась. Безумно красивый, очень вкусный, пышный, мягкий. Я уже не стала дожидаться, пока он остынет. Очень хочется попробовать. Мягусенький. Потрясающее тесто. Посмотрите. Еще очень горячий он. Какое оно волокнистое, какое оно потрясающее. Друзья, это прекрасный пирог. Пробуйте, готовьте. А я вам желаю всего самого лучшего. До новых встреч!